Добрый день, дорогие мои! Лето, все живет, все процветает, плодится и размножается, в том числе и вредители на смородине. И поскольку здесь уже завязались ягоды, мне придется спасать урожай ручным способом. Давайте посмотрим, как. Что делают эти бабочки? Они берут, садятся в листик, заворачиваются при помощи паутинки. Вот тут гусеница. Видите, какая она быстрая, шустрая. Да, шустрая. Раз и спряталась под листик. Так вот это она залезает в лист. Вот, смотрите. И живет себе, как в ресторане живет. Поэтому вот эти вещи мы будем сейчас вручную убирать. И убирать листья, в которые потенциально эта хитрая тварь может завернуться. Вот я надену матерчатые перчатки. Вы видели, с какой скоростью она бегает. И вот они съедают смородину, заворачиваясь в лист, и лист съедают и смородину. Короче, все, тут готов и стол, и дом, как говорится ей. Так что будем убирать. Мой рассказ был бы неполным, если бы я вам не рассказала, что это за вредитель, который откладывает яйца, потом превращается в гусеницу и пожирает наш урожай. Поэтому я вам расскажу о крыжовниковой огневке, потому что именно она опутывает ягоды паутиной, заворачивается в лист и там устраивает себе убежище. И уничтожает таким образом она наш урожай. Это опаснейший вредитель не только смородины, но и крыжовника. И этот вредитель способен значительно сократить и даже полностью уничтожить весь урожай на смородине и крыжовнике. Так она и зовется – крыжовниковая огневка. Зимует огневка в земле в виде куколки. Вылет бабочки начинается где-то в середине апреля, к тому времени, когда наша смородина готова зацвести. Через несколько дней бабочка готова отложить яйца в цветки или около самих цветочков. Реже яйца откладываются на стебли. Через неделю из яиц отрождаются гусеницы, которые первое время обгрызают листочки, а потом с появлением зеленых ягодок начинают активно опутывать паутиной ягодки с листочками, устраивая себе убежище. И уже внутри этого гнезда гусеницы повреждают ягоды смородина и крыжовника. Ягоды преждевременно окрашиваются и сморщиваются. Конечно, из них же высосали весь сок. Через 2-3 недели взрослая гусеница на паутинке спускается на землю и зарывается в нее, где и зимует до следующей весны. То есть вредитель дает за сезон только одно поколение. Так как же бороться с огневкой? Проблема состоит в том, что весной, летом уже нельзя ничем обрабатывать кусты ягодников, иначе не произойдет опыление. Если вы заметите такие паутинные гнезда, то их нужно снимать как можно раньше. Но это все равно не гарантирует качественный урожай. Главный способ борьбы с огневкой заключается в другом. Примерно в конце марта нужно обложить кусты ягодников любым материалом, который будет препятствовать вылету бабочек из зимующих в земле куколок. Можно использовать для этой цели полиэтилен. Можно взять также старые газеты, картон, рубероид и так далее и укрыть землю под кустарником. Тогда куколка, когда она готова будет переродиться в бабочку, и эта бабочка
выйдет из куколки, она не сможет взлететь и погибнет под покровом. Этот простейший прием не даст вылететь бабочкам огневки, и ваш куст смородины, крыжовника на момент цветения в апреле будет надежно защищен от этого вредителя. Всего лишь одна бабочка крыжовниковой огневки способна отложить до 200 яиц. Так что берегите ваш урожай. Не поленитесь и защитите вовремя свои ягодники таким наипростейшим способом, без химии. Вот у меня тут есть пакет. В этот пакет я и буду убирать все, что под руку попадется, как говорится. Вот листик завернутый. И вообще все листья, которые рядом с кистями смородины, я буду обрывать для профилактики, чтобы в них... Вот, тут видите, уже вон, все бегают. Все бегают, убегают. Ну и прячу сразу сюда. Вот пораженные листья, в которые уже завернулись вредители, и листики, в которые потенциально может завернуться зловредное насекомое. Ну, не зря моя тетушка всегда проливала кипятком по голым веткам смородины, когда только-только начинал таять снег. Она с кипятком, ну, там градусов 90 вода, и проливает все веточки, и на них уже никакие личинки не могут сохраниться. Так, вот тут прямо рассадник в центре. Ну, просто убираем, чтобы их было даже и поменьше. Всех мы, конечно, не сможем уничтожить таким ручным способом, но максимально помочь растению это вполне возможно. Вот таким образом пришлось проредить листву на кусте, чтобы осталась ягода. Вот. И теперь гусеница не сможет завернуться. Ягода круглая, не заворачивается, а вот листики надо убрать. К сожалению, пришлось убрать. Как это скажется на урожае, посмотрим. Вот, ну, по крайней мере, он не будет съеден гусеницами окончательно. Теперь нам осталось опрыскать смородину безопасным составом, любимым на основе березового дегтя, борной кислоты, мыла. Вот. И чтобы смородина была неприятна для вредителей, поскольку вредители этого запаха боятся. Вот так вот все опрыскиваем. Запаха дегтя. Правда, завтра обещают дождь. Ничего, сегодня хотя бы постоит немножечко с таким запахом. Размножается быстро. Просто вот позавчера буквально все было еще довольно чисто, а сегодня половина съедена, завернута и поедается как консервы. Да. Гусеница делает себе консервы из смородины. Это нечто. Какие там человеческие технологии. Вот завернулась в лист, паутиной закрепила.